Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю огромный бисквит размером с противень. Бисквит пышный получается без разрыхлителя, размером 40 на 30 сантиметров. Замешивать я его буду при помощи обычного маломощного ручного миксера. Расскажу все нюансы, на которые следует обратить внимание при приготовлении вот такого пышного, красивого и огромного бисквита. Здесь я продолжаю серию видео по приготовлению вот таких огромных бисквитов и тортов. Итак, 20 яиц среднего размера комнатной температуры я разделяю на желтки и белки. К белкам я добавляю сейчас 16 грамм ванильного сахара, взбиваю до легкой пены и ввожу сейчас туда от общего количества сахара 600 грамм примерно 1/3 к белкам и взбиваю примерно около минуты. Вот такая пышная масса должна получиться, и я ввожу в белки 60 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю сейчас всю белковую смесь примерно около 5 минут. Я хочу вам показать, как выглядит эта смесь спустя 5 минут взбивания. Вот так она выглядит. То есть этого еще недостаточно. И буду взбивать еще примерно 2 минуты. Еще 2 минуты я повзбивала. И вот так выглядит теперь красивая взбитая белковая смесь. Меня полностью все это устраивает. Пики слегка подрагивающие, но не опадающие должны быть. И теперь взбиваем желтки. К желткам я добавляю 16 грамм ванильного сахара. И весь оставшийся сахар ввожу в желтки порциями. Кто-то скажет, что из такого количества яиц можно и более пышный бисквит взбить, если добавить туда разрыхлитель. Но здесь не нужно забывать, что данный результат мы достигаем именно без добавления разрыхлителя. Бисквит у нас будет со вкусом классического бисквита, а не шифонового. Не зная нюансов, можно из такого количества яиц выпечь просто плоский блин. Поэтому я здесь показываю, как правильно это сделать. Вот на 5-й минуте взбивания я перемешиваю желтковую массу. Желток может приклеиваться вот так вот к дну миски, к бокам миски. Поэтому очищаем здесь тщательно все это лопаткой, чтобы потом не было желтых таких некрасивых вкраплений уже в готовом изделии. Желтки я взбивала около 8 минут. То есть желтки взбиваем даже немножко дольше, чем белки. Это правильно, это нормально. Потом у нас в результате получится именно очень пышный, красивый и ровный бисквит. Теперь очень аккуратно лопаткой, круговыми движениями мы вводим всю белковую массу в желтки. И здесь смотрите, еще один нюанс. Для такого крупного, огромного бисквита белковую массу до конца я не промешиваю, чтобы эта масса лишний раз не оседала. Вводим просто аккуратно, слегка перемешиваем, но не досконально. Это я делаю намеренно. Потом с мукой она вся у нас разойдется, эта белковая масса. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. И форма у нас уже заранее приготовлена. Видите, белки не промешаны у меня досконально. И это нормально, это так должно быть. Сейчас я ввожу туда 600 грамм муки. Вводить ее, конечно же, я буду порциями, примерно в 5-7 приемов. Не меньше, чем в 5 приемов. Аккуратно. И перемешиваю я все это большим венчиком. На данном этапе лучше перемешивать венчиком. И как бы так вот я ее, как просеиваю тоже эту массу, я ее приподнимаю кверху, и она у меня тем самым расходится. Лишний раз в самой миске я ее не перемешиваю, именно чтобы она у меня не осела. Подробное видео по приготовлению подобного бисквита размером с противень
именно с помощью планетарного миксера, есть на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. И на последнем этапе я все это со дна аккуратно перемешиваю лопаткой. Форму, как я уже сказала, я приготовила заранее. Форма у меня здесь без дна. Здесь у меня форма расставлена 41 на 31 сантиметр. Сам противень у меня 42 на 32 сантиметра. Но так как здесь я использую в качестве дна фольгу, поэтому, естественно, фольга тоже берет по полсантиметра с каждой стороны. Данная форма для выпекания у меня 7,5 сантиметров в высоту. Бисквит поднимется примерно на 6,5-7 сантиметров в высоту. То есть бисквит очень пышный. Видите, миска у меня пустая. Миску, конечно же, берите побольше, литров на 7, чтобы перемешивать вот такое вот количество теста. Сейчас всю эту массу из центра я очень аккуратно распределяю к углам формы. Это нужно сделать обязательно, потому что бисквитное тесто, оно не такое жидкое, как было бы у нас, допустим, на кефире. Аккуратно распределяем. И выпекать я сейчас буду при 175 градусах примерно 50-60 минут. Зависеть будет все от вашей духовки. Духовку во время выпекания мы ни в коем случае не открываем. Дно и края формы я ничем не смазываю для этого. Вот это тоже очень важно. Итак, у меня прошло около часа. Бисквит вот такой красивый, ровный, испекся. Бисквиту сейчас я даю полностью остыть в форме. Шпажка выходит сухая и чистая из него. Бисквит этот очень хорошо потом использовать именно для 3D тортов. Я с этим бисквитом буду собирать торт-букет в последующих видео. И покажу вам и расскажу, как с ним работать. 30 на 40 сантиметров в ширину и в длину бисквит. 50 сантиметров по диагонали. Бисквит этот обязательно перед нарезанием нуждается в отдыхе. Минимум 8 часов ему нужно дать отдохнуть в холодильнике. То есть этот бисквит классический, без разрыхлителя. Чтобы он у нас красиво и ровно нарезался, конечно же, уберем его либо просто в холодильник. Если уж очень быстро нужно, то тогда в морозильную камеру. Я убирала его на ночь в холодильник. Именно такие прямоугольные бисквиты я всегда убираю в форме, в которой я выпекала их в холодильник, чтобы бока у нас не деформировались, чтобы они не сжимались, а потом, чтобы собирать с ним, допустим, огромный прямоугольный торт, и чтобы бока были идеально ровными. Ножом я его вырезаю из формы. Видите, идеальное дно у него получается, он везде пропеченный. И таким маломощным миксером я его взбивала. 300 ватт у меня миксер вот в данном видео. И если бы я его взбивала в планетарном 7-литровом миксере, тоже такое количество яиц, естественно, можно взбить на 20 яиц, не разделяя белки и желтки в яйцах, то взбивался бы по времени у меня бисквит дольше, чем здесь я взбивала 15 минут маломощным ручным миксером, разделяя на белки и желтки. То есть здесь даже во взбивании ручным миксером есть свои преимущества. Нарезаю по обыкновению кондитерской струной. Смотрите, какой идеально ровный по бокам и по срезу получается у нас корж. Легкие дырочки есть именно от взбивания маломощным ручным миксером. При взбивании в планетарном миксере дырочек будет, конечно же, меньше. В следующих видео я буду собирать с этим бисквитом торт-букет. Здесь 4-й корж я не буду использовать в сборке торта. Вы можете его использовать. Как правило, такие коржи, чтобы разрез у торта был красивый, я их использую на пирожное картошка или на кейк-попсы. Такой бисквит обязательно нуждается в пропитке.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.